Татарские набеги на Русь и польские земли – это серии военных и грабительских походов, совершаемых монгольскими и тюркскими квазигосударствами, Золотой Ордой, Ногайской Ордой, Крымским ханством и различными группами степняков. Они продолжались с XIII по XVII век и оказали огромное влияние на политику, экономику и военное развитие восточноевропейских государств. Причины набегов были комплексными. Степные кочевники были частично зависимы от ресурсов, которыми не располагали сами. Добыча скота и пленных, продажа рабов на рынках Крыма и Османской империи – особенно важный фактор. Получение дани и выкупа. Кочевые кланы и ханства часто соперничали друг с другом. Военный успех и количество добычи повышали статус хана или лидера Орды. Его ближний круг буквально кормился от набегов, и без них, или при неудачных, беднел и озлоблялся на хана. Он часто был вынужден идти в поход, чтобы не быть свергнутым. Кроме того, походы были инструментом политического шантажа и игр. Не вступив в союз с нами, ждите набег, как было с принуждением галицкого князя идти в поход на Литву. Не уплатите дань вдвое больше, будет набег, как с Тверским княжеством. Впрочем, на частоту набегов мало что влияло. Татары легко забывали свои обещания и шли на грабеж по мере необходимости, независимо от поведения вассала. По подсчетам исследователей, в течение первой половины XVII века могло быть взято в плен не менее 150-200 тысяч человек. Генуэзские купцы в Крыму, видевшие бесконечные потоки пленных, оставили свое изумленное письмо со словами «А остался ли вообще хоть кто-то в славянских землях?». Один из их тактических приемов – приступ. Городу, но не штурм. Как правило, зимой, когда встанет лед и можно по нему идти вместо дорог, татары появляются на границах княжества. Для грабежа они лишь окружали город, блокировали его, изолируя сидевший в нем гарнизон и препятствуя уездным жителям скрываться в городе. Таким приемом татары обеспечивали свободу действий в уезде и облегчали захват там плена. Пока дружина сидит за стенами и голодает, половина татарского войска рыщет по округе в поисках добычи – людей, скота, золота, оружия или мехов. Найдя все это, они на вазах или телегах угоняют все это к себе, а люди идут в колоннах пешком, мимо крепостей, где на них смотрят их доблестные защитники. Самыми сокрушительными набегами на Русь, если не считать рейд Батыя, было нашествие Дюденевой рати. Ордынский военачальник Дюдень разорил 14 крупных русских городов, включая Владимир, Юрьев Польский, Можайск, что отбросило северо-восточную Русь в разряд глубокой и пустынной периферии. Сильным погромом отличился Едигей, глава Ногайской Орды. Он осадил Москву и сжег многие крупные города, хотя столицу взять не смог. Последствия были огромными. Сожжены Кашин, Преславль-Залесский, Ростов, Серпухов. Зато сжигать Москву удавалось крымским татарам. Так Мехмед-Гирей сделал это в 521 году, а его потомок Девлет-Гирей в 571. При пожаре столицы погибло около 100 тысяч москвичей, а причное войско, не привыкшее воевать с вооруженным и обученным войском, а не с холопами, разбежалось. А царь Иван Грозный бросил Москву и терпел всю жизнь насмешки от поляков и татар за трусость и нежелание вступать в бой за своих же подданных и детей. Но в целом набеги случались каждые 5-7 лет, особенно на границах со степью – Воронеж, Рязань, Приволжские районы. Тяжелый урон они нанесли в годы смуты. В дозорной книге 615 года отмечено, что церкви в селах Большое Терновое, Малое Терновое, Гвоздевка стояли без пения, запустили от татарской войны 613 года. Самый большой ущерб Воронежскому уезду был нанесен в первой половине 40-х годов 17 века. После каждого набега воевода посылал детей боярских в уезд составлять роспись захваченного татарами. Подобные документы писали со слов местных жителей. За каждым из них драма родителей, потерявших детей, разлученных супругов, детей, оставшихся без родителей. У попа Владимира взяли сына Тихона, а у Ларии Рудакова срубили крестьянина Ананю. Да его ж крестьянина Карпика взяли в полон. Атамана Семена Старцева срубили. Да у него же взяли двух внуков, да племянника Гришку. Ивановых братьев, Бородовицына Ивана, да Лазаря, да Савелия, да Тихона взяли в полон живых. Атамана Юрию Дочкина, да дочерью его девку Марию, да племянницу его девку Катеринку взяли в полон живых.
Здесь четко прослеживается мотив. Мужчин убивают при оказании сопротивления, молодых женщин и детей берут живыми на продажу в рабство на юг. После татарского набега на деревню Избыльскую в 643 году в ней осталось 44 человека, а 46 крестьян из жен и детей взято в полон. 14 октября 643 года поместный атаман Арефьев составлял роспись захваченного татарами села Губарева. Всего в уезде летом и осенью 643 года было взято в полон 93 человека мужского пола из 7 детей боярских и крестьян и 67 жен, дочерей и невесток, зарублено 13 человек, угнано 237 лошадей. 4 июля 643 года около 700 татар днем напали на село Карамышево, и здесь взяли более 100 человек в плен. Двора многие выжгли, стада отогнали. Как писали в челобитной, поданной в ноябре 644 года, атаманы села Ступино воюют нас крымские и ногайские люди, татарове 4-й год. Многие атаманы разбрелись, остальные живут в селе, собравшись по 2 или по 3 в один двор. Не пашем мы хлеба, ржи и яри не сеем, за частыми татарскими приходами 4-й год. Урон наносился и в перспективе. Дворы оставались часто без лошадей, без детей и женщин, раненые и увеченные. Пленных ждала разная участь. Дойти пешком по знойной степи до Крыма, где через генуэзских или ливийских купцов их привезут на продажу в Стамбул или в Египет. Мальчики будут домашней прислугой, либо пойдут в янычары, при условии принятия ислама. Строптивые отправятся на галеры гребцами, где срок выживаемости редко превышает несколько лет. Девочки будут проданы в гаремы, от султанских до погонщика верблюдов, в зависимости от красоты и молодости. Иногда пленным удавалось бежать, или их отбивали донские казаки, но случались и более удивительные побеги. В сентябре 619 года в Средиземном море 3 испанских корабля напали на турецкую каторгу. После 7-часового боя турецкое судно было захвачено. Среди прикованных к веслам гребцов-пленников оказались русские. Испанский король отпустил их на родину. Они добрались до Голландии, откуда на голландских торговых кораблях в августе 2020 года прибыли в Архангельск. 6 прибывших пленников, в том числе крестьянина из Рязанского уезда, донского казачьего сына, жителей Балаховского уезда, архангельский воевода отправил в Москву. Средством возвращения русских пленных на родину был выкуп. Он собирался особый налог – полоняничные деньги. Полонянники выкупались и частными лицами или платили за себя сами, но этого было очень мало. Шло основу в обогащении агрессоров, оставляло большие вопросы к доблести воинства и государства, которое допускало подобное. Вот приблизительно употребление из пленных, которые они сделали до момента своего отъезда. Они перерезали горло всем старикам свыше 60 лет, по возрасту неспособным к работе. 40-летние сохранены для галер, молодые мальчики для их наслаждений, для продолжения их рода и продажи затем. Раздел пленных между ними был произведен поровну, и они бросали жребий при различиях возраста, чтобы никто не имел права жаловаться, что ему достались существа старые вместо молодых. К их чести я могу сказать, что они не были скупы в своей добыче, и их крайняя вежливость предлагала ее в пользование всем, кто к ним заходил. Антуан Грамон, французский наемник, воевавший вместе с татарскими частями в Польше. Набеги шли и на Польшу, но здесь им было сложнее, из-за большей плотности населения и нечасто удавалось уйти с полоном и целыми. Так, в 1506 году крымские татары разорили Волынь и Братславщину. Возвращающаяся Орда была разбита под Клёцком, армией Михаила Глинского, яркий пример успешной обороны. С другой стороны, нередко татарам помогали сами казаки, как, например, при Богдане Хмельницком, когда шла казацко-польская война. А в сравнении с бурной рекой пленных с севера на юг, в обратную сторону также шел небольшой ручеек. Так захваченные донскими казаками пленные из числа турок и татар также либо выкупались соотечественниками или оставались на Дону в качестве слуг у казаков. Часть пленных татарок и турчанок становилась женами и продавались русским торговым людям. Пленные татары пополняли ряды холопов. Так во дворах посадских людей Воронежа в 678 году значатся купленные татары. За все время набегов крымских татар с 1500 по 1750 год Русь не досчиталась убитыми, пленными и умершими от тех или иных причин в результате набегов около 5 миллионов человек,
что было сопоставимо с населением Руси в любой исторический период того времени. Конец эпохи положило сразу несколько причин. И упадок самой Орды, и появление калмыков, злейших врагов нагаев, которые уничтожили их Орду, и успех и русской армии через отечественные черты и казаков, сделавшие набеги мероприятием слишком рискованным, и упадок самих османов, у которых стало просто не хватать денег на рабов. Хочу попросить вас поставить лайк видео, если оно вам понравилось, подписаться на канал и оставить комментарий.